Да что ж вы меня тут искусают? Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Николай, я кулинарный гид по Бразилии, и на этом канале выходят не только шорты про бытовые аспекты бразильцев, или про бытовые вкусы бразильцев, или истории о блюдах, о еде, а также я рассказываю о своей личной жизни, то есть создаю свой личный бренд. Мы вчера выехали на природу, сзади меня находится река, которое название не любой бразилец выговорит, но я сейчас попытаюсь. Парана-Панема. Риу, то есть река в переводе с португальского, называется Парана-Панема. Парана-Панема. Книгу, которую я начал еще читать в прошлом году, писателя татарского Наби Даули. Эту книгу, которую передала мне моя мама в Бразилию для того, чтобы я, наверное, вспомнил о родине, о которой я никогда не забывал. Хочу сразу подчеркнуть, что я рекомендую прочитать эту книгу. Первое произведение называется «Между жизнью и смертью». «Между жизнью и смертью» — это произведение, которое описывает реальную жизнь, которую прожил Наби Даули, будучи военнопленным с начала войны и до ее окончания. В немецком лагере, даже в немецких лагерях, несколько лагерях. Самое интересное то, что Наби Даули, когда закончилась уже война, и он начал свою писательскую деятельность, у него было желание написать изначально художественное произведение, то есть роман. Но впоследствии, когда он обдумывал это, он сам себе сказал: я очень бы хотел бы это сделать, но у меня в моей жизни произошло столько событий, которые, естественно, невозможно все описать в одной книге, но он хотел бы оставить имена героев, которые реально существовали, имена событий, которые реально были, и ситуации, которые происходили с ним, без украс. То есть не приукрашивать события, описывать их так. Там какая-то птица большая в воде. Страшно. Он соблюдал не только хронологическую последовательность, но также он смог с самого начала и до самого конца показать все случившееся с ним, все эти ужасы, которые были с ним в военном плену, события, которые, конечно же, как бы не описывать их словами, их необходимо визуализировать и смотреть на... Я уверен, что когда человек, который пережил такие события, его лицо также описывает и может рассказать намного больше нам. И мы с помощью его лица, человек, который пережил эти события, и те, которые он положил в книгу, мы можем почти максимально приблизиться к тому, чтобы визуализировать этот хаос, эту жестокость, которая происходила во время войны, как с одной стороны, и также и с другой стороны. Конечно, это произведение, особенно когда понимаешь, что реальные события происходили с реальным человеком, который жил, и которому было необходимо, не потому что одна из миллионных книг, описанных о Второй мировой войне или Великой Отечественной войне, не тех тысяч писателей, которые уже писали о фашистах, писали о нацистах, писали о военных лагерях, этих ужасах, которые происходили. А за каждым этим человеком стоит боль, стоят события, которые до конца жизни, они травмируют сердце и ум этого человека. И в терапевтических целях я понимаю, насколько им хотелось поделиться этими событиями, описать еще раз, показать, что человек пережил. И, конечно же, человек, который писал каждую строчку этого реального события, которое он переживал, он понимает, что человек, который будет читать это произведение, будет также сопереживать. И я уверен, что эта терапия помогает любому человеку, неважно то, что у вас в жизни происходит. Возможно, вы проживаете потерю работы, разбитую любовь, утрату близкого вам человека. Здесь важным моментом не держать в себе эту информацию, не держать в себе эту боль, а ее выговаривать. Каждый по-своему справляется. Кто-то выговаривает незнакомому человеку, кто-то выходит в YouTube, в Instagram, в подкасты, в телеграм-группы и рассказывает там. Кто-то выходит на радио, рассказывает, кто-то снимает кино и снимает об этих событиях, реально с ним произошедших, а кто-то пишет книги. И все эти практики помогают человеку освободить
свое сердце или свой ум от той боли, которую он держит, переживает еще раз, и, возможно, он, к сожалению, преувеличивает ее. И в данном случае эта терапия помогает как бы 50 на 50, 50 боли оставить себе и 50 боли передать другому человеку. И неважно, кто скрывается за этой книгой, кто ее читает. Это может быть какой-то безумный фанатик, психопат, который читает и радуется смертям, произошедшим, и то, что нацисты, фашисты делали с людьми. А может быть, это те люди, которые в исторических целях читают это произведение, подчеркивают для себя ключевые моменты исторические и пишут их в докторских диссертациях или в стенгазетах. А может быть, такие люди, как я, к примеру, человек, который любит читать о реальных событиях, о реальных людях происходящих, сопереживать, жить и чувствовать вот это опустошение после прочитанной книги, чувствовать вот эту не то чтобы боль, а утрату и тоску, которая со мной сейчас после того, когда я закрыл последнюю страницу этой книги. Второе произведение, которое называется «Разрушенный бастион». «Разрушенный бастион» уже является художественным произведением, романом, который описывает, скорее всего, несуществующих героев или близко похожих лиц, которые участвовали в его жизни, с которыми он сталкивался во время войны, своего военного плена. И скорее и уверен, что так как это роман, имена этих героев были изменены, добавлены другие события, добавлены или приукрашены некоторые ситуации. И неважно. Почему? Потому что принципиальную вещь, которую нам нужно понять, какую бы вы книгу ни читали о Великой Отечественной войне или Второй мировой войне, которая описывает действия гестапо, этих нацистов, которые творили страшнейшие вещи, бесчеловечные события, происходящие в военных лагерях, ни одна из книг, ни один человек не может полностью передать те события, ту боль и ту энергетику, ужасную, черную, отвратительную массу, которая творилась в военных лагерях, передать на листах бумаги. Просто, когда вы читаете любую книгу, которая описывает ужасные события нацистов в военных лагерях, я могу с уверенностью сказать, что это 10% от той боли, которую они описывают, а может быть даже и меньше. И я почему это говорю? Потому что эти события должны быть жить. Мы не должны препятствовать публикации, препятствовать оглашению этих событий до сегодняшнего дня. Но я уверен также, что мы должны извлекать уроки прошлого и не допускать, чтобы они происходили сейчас, чтобы нацисты или фашизм снова вернулся, чтобы снова диктаторы, которые существуют, к сожалению, в 21 веке, они творили свои фашистские дела, называя это какой-то свободой, это демократией и заботой о нации и о традиционных ценностях. Я хочу вам сказать, что «Разрушенный бастион», он, как и любой роман, любое преувеличенное событие, оно, конечно, намного больше описывает те черные дни, которые происходили в странах, участвующих во Второй мировой войне. Мое мнение, что человек, который описывает свою биографию, он в любом случае старается во время написания произведения своей истории не допускать проявления личных историй и эмоций в этот момент. Все равно есть какой-то закон самосохранения в голове этого человека, который ограничивает его словарный запас, ограничивает его свободу писания, свободу слова. А когда он пишет роман, он является третьим лицом. Он не является ответственным за этих лиц. Соответственно, у него намного шире фантазия и воображение в этот момент. Но я хочу подчеркнуть, что когда он описывает эти события, что у него происходит? У него на подкорочке, под словами, под текстом, естественно, есть эти моменты, которые позволяют нам погрузиться в то состояние и в те события, которые происходили. Поэтому я очень люблю романы.
Я не даю рецензию на книгу, я не даю какой-то обзор этой книги. Я рассказываю про свои впечатления, свои эмоции, которые я испытал про чтение этой книги. И хотел бы с вами этими эмоциями и своим настроением, которое у меня осталось, поделиться с вами. Я буду начинать другую книгу, о которой я запишу впоследствии второе видео. И надеюсь, что таких видео будет больше. А от вас я найду больше откликов и рекомендаций по тем книгам, которые оставили похожие впечатления в ваших душах. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, будьте со мной и желаю всего вам хорошего и мира над головой.